Есть. Брэндон из США нашел в мусорном контейнере возле магазина исправную Sony PlayStation 3 и видеоигры к ней. You're kidding me. Oh my god, I just found a PlayStation 3. Oh my god. Oh my god. What's that? No way. A PlayStation 3 controller? PlayStation 3 games. Oh my god. And they're in there. They're all sports. I got some football games. Look at all those. We got a wrestling game here. They've had a whole bunch of games by itself now. Oh my god. I was busy at the time. Также достал с мусорного бака чуть разбитый телевизор. Is that a TV? No way. Интересно, это как-то связано с выброшенной игровой консолью. А также обнаружил кучу различных шмоток и женскую обувь. У нас за такими вещами нужно идти в секонд-хенд, а в Америке к мусорке. Пришел такой, бесплатно приоделся и на стиле ушел. So many shoes. There's В Тамбове молодой человек украл из кредитного кооператива 30 миллионов рублей и даже сумел скрыться с места происшествия. Но когда неторопливо уходил, у него из-за пазухи выпали пачки денег. Он попытался их собрать, но понял, что теряет время, поэтому плюнул и ушел. Понятно, что украденные деньги – это не находка, но она образовалась на тротуаре. И что меня больше всего поразило, это проходившие мимо люди, которые даже не замедляли шаг и особо не обращали внимания на валяющиеся миллионы рублей. Деньги пролежали нетронутыми около часа, пока в полицию не поступил сигнал о краже. Вот так бывает, у людей была возможность, но они не воспользовались. В этой жизни нельзя вернуть только 3 вещи – это время, слова и возможности. Позже личность грабителя удалось установить с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался 27-летний житель Тамбова. Он рассказал, что деньги спрятал в арендованном гараже, но часть суммы уже успел потратить. Купил недвижимость, раздал долги, ну и часть, которая у него выпала, пожертвовал прохожим. О том, что никто из прохожих не заинтересовался миллионами, он сожалеет. Люди не обращают внимания на то, что в прямом смысле лежит у них под ногами. Все торопятся по делам. Многие сейчас уткнулись в свои гаджеты и абсолютно не замечают те моменты, которые фактически дает им судьба. Ланге из Германии во время подводной охоты за сокровищами возле трамплинов для водных лыж нашел с помощью металлоискателя Apple Watch. Он ничего существенного больше не нашел, кроме весла и различного мусора. Но зато почистил водоем. Дэвид Вебстер случайно увидел с холма заржавевший микроавтобус Volkswagen. Он в попыхах спустился посмотреть. Late 50s, early 60s Volkswagen bus. Видно, что автомобиль заброшен уже давно. Still has the trim on it. Pretty rotten. Know where the engine went. Номерной знак штат Кентукки, США. Пацаны возвращались с рыбалки домой и наткнулись на заброшенную моторную лодку. В лодке остался двигатель, который вполне можно было бы сдать на металл. Дайвер из Албании обнаружил на глубине 200 метров разбитую Шкоду Октавию. Кстати, на двери написано «Полиция». В Летфорде, штат Иллинойс, дайверы обыскивали водоем в поисках автомобиля с пропавшим без вести человеком и случайно нашли квадроцикл Honda Ranger 2001 года выпуска.
Мужики зацепили его джипом и вытащили на берег. It's a rancher. Джейкоб позвонил в полицию и сообщил о находке. Когда на место происшествия приехал шериф, выяснилось, что квадроцикл был когда-то украден. Предполагаемый объект был обнаружен на видео ютубером, известным под именем Paranormal Cristobal. Кольцо возрастом в сотни, а может и тысячи лет можно увидеть на фотографии, сделанной марсоходом NASA Mars Curiosity. На Марсе найден удивительный артефакт, который, на мой взгляд, является убедительным доказательством того, что прошлая жизнь действительно существовала на Красной планете, говорит ютубер. Хотя большинству, может, это будет трудно увидеть, Paranormal Cristobal выделяет на видео кольцо, которое также может быть одним из камней среди обломков. Это кольцо или, возможно, необработанный браслет, у него даже есть оттенок золота, который все еще виден на необработанном изображении. Чтобы изменить мнение тех, кто не верит, что это древний артефакт, ютубер нашел другие древние кольца в истории человечества, которые кажутся очень похожими на кольцо из Красной планеты. Ютубер заявляет, что нам нужно отправить команду археологов на Марс, возможно, эта планета когда-то была заселена нашими настоящими предками. Ребята обнаружили 3 заброшенных самолета, спрятанных в глуши в каких-то полях. Рядом находился разбитый грузовик. Недалеко от этого места ребята также обнаружили более крупное кладбище самолетов. Охотник за сокровищами Олаф из Польши с помощью металлоискателя нашел возле дерева старую бочку, спрятанную под землей. Когда он открыл ее, то обнаружил 3 военные каски, в которых находились ножи, карманные часы, 2 обручальных золотых кольца, одно из которых висело на немецком нацистском значке. Походу, во время Второй мировой войны немецкие солдаты по каким-то причинам спрятали, думали позже забрать, но не судьба. Перед уходом Олаф еще раз на всякий случай перепроверил бочку металлоискателем. А на этом все. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга, интересное рядом. Пока.